Доброго времени суток, дорогие наши друзья, любимые подписчики и гости канала «Пара нормальных блогеров». Мы вновь рады вас всех приветствовать. В этом поселке, название которого мы сохраним в тайне, в 90-е годы произошло много печальных событий. Материала здесь можно набрать еще на несколько выпусков. Ну а пока речь пойдет вот об этом месте. Посмотрите, какое колоритное место. Тут вам и лес, и железная дорога, которая славится нередкими трагедиями. Также в эпицентре всего находится кладбище. И вот эта заброшка, о которой и пойдет сегодня речь. Некоторое время назад это здание служило конторой питомника растений при железнодорожной станции. На этой территории выращивали как декоративные деревья, которыми потом облагораживали те самые станции, так и плодово-ягодные кустарники. И даже овощи, такие как огурцы, помидоры и прочее. А учитывая, что территория питомника граничит непосредственно с кладбищем, честно сказать, не представляем, насколько это все могло быть съедобным. Но история не об этом. Итак, я уже как-то говорила, что в своей юности я проживала в этом поселке, и многие незаурядные случаи знаю не понаслышке. Вот и эта история произошла с отцом моей давней приятельницы, который работал охранником в этом питомнике. Сразу хочу заметить, что семья у них порядочная, не пьющая, без склонностей к выдумкам, фантазиям и разного рода преувеличениям. И вот однажды произошел с ним такой случай. На улице стояла осенняя пора. Всю территорию, все тропинки засыпали сухие оранжевые, желтые, коричневые листья, которые так аппетитно и даже как-то мелодично шуршали под ногами. Наш пес Тузик валялся в этих хрустящих листьях кверху лапами и грел свое лохматое пузико на солнце. Вечером я, как всегда, вынес ему еды, положил в миску. Тот, в свою очередь, с аппетитом накинулся на свой любимый ужин. Я, не торопясь, пошел в свою комнатку для охранника и только закрыл дверь, слышу, Тузик, оторвавшись от своей вечерней трапезы, начал заливисто лаять. И буквально через секунду он просто захлебывался от безудержного лая и пытался сорвать цепь с ошейника. Я насторожился, поняв, что, видимо, пришли какие-то гости. Хочу напомнить, что дело было в 90-е, и неизвестно, что могло произойти. Времена непредсказуемые, опасные, жестокие. Я снова накинул куртку, вышел на крыльцо и крикнул: «Кто здесь? Тузик, ну-ка тихо! Еще раз спрашиваю, кто тут?» В ответ тишина. Тузик беспрестанно лаял, и взгляд его был направлен в сторону кладбища. Я тоже стал всматриваться в темноту, и вдруг в просвете фонарей я увидел силуэт человека. Силуэт медленно двигался в моем направлении. В этот момент мой преданный пес замолчал и скрылся в недрах своей будки. А силуэт во мраке ночи приближался. Но распознать, кто это, было невозможно из-за деревьев, оград и бликов фонарей.
Я еще раз спросил: «Эй, ты кто? Что ты там делаешь?» Снова тишина. Гробовая тишина. Это-то меня и насторожило. Как так? Повсюду сухие листья. Пройти тихо даже при огромном желании не предоставляется возможным. А тут тишина. Силуэт движется, но ни один листик не хрустнул. Просто тишина. Меня, если честно, взяла какая-то жуть. Никогда не думал, что такое может быть. Но я поторопился к себе в каморку и закрылся на все замки. Но далее ничего не происходило. А утром в дверь постучали. Это была милиция. Спрашивают, не видел ли я чего, не слышал. Я говорю: а что-то должен был услышать? Что-то произошло? Они говорят: да, сегодня ночью, вон в той посадке, показав рукой в противоположную сторону от кладбища, была изнасилована и убита девушка. Может быть, вы что-нибудь слышали или видели? Я не стал говорить о том странном силуэте. Мало ли что могло померещиться. Только сказал им, что пес очень сильно лаял. Я вышел, проверил, но ничего и никого не было. Все было тихо. Затем они задали еще пару вопросов, что-то там записали и ушли. И на этом история могла бы закончиться. И, как я думал, закончилась. Но однажды, спустя какое-то время после того случая, уже наступившей зимой, произошло это. Сижу я у себя в каморке, смотрю телевизор. Знаете, такой маленький, черно-белый, с раскладной антенкой. Заварил чай, и вдруг слышу, кто-то в окно стучит. В конце коридора у нас окно есть, и оно как раз выходит на ворота центрального въезда и на те самые кладбища. Я к окошку. Никого. И Тузик молчит. Думаю, может, послышалось. Только зашел в каморку, только сел, снова стук, и уже гораздо громче. Я снова побежал к окну. Тузик по-прежнему молчит. Я стал осматриваться по сторонам, и тут вижу, в стороне, возле кладбищенского забора, стоит какая-то странная девушка. Лицо словно восковое, одето не по-зимнему, а в юбчонке да легкой кофточке, и смотрит на меня так пристально. Я просто кожей ощутил ее сверлящий и какой-то зловещий взгляд. Признаюсь, оторопел я немного. Уж больно неестественная она какая-то, как неживая, что ли. В общем, выходить я не стал. А через стекло ей кричу, мол: «Ты что хотела? Ты кто? Тебе помощь нужна?» А она стоит в нескольких метрах от окна и взгляд свой, пронизывающий до мурашек, не отводит. Стоит, молчит. Я снова к ней обращаюсь: «У тебя все хорошо? Может, милицию вызвать?» В ответ тишина. И только этот жуткий пристальный взгляд. «Иди домой, замерзнешь ведь!» И тут она поднимает руку и начинает манить меня жестом, при этом не отводя взгляда. Я ей в ответ головой так помахал, типа: «Нет, я не выйду, а ты уходи». А она снова жестом руки стала меня звать, затем развернулась, сделала шаг и исчезла. И все это на моих глазах. Ох, надо сказать, как же я тогда испугался. Хоть и стыдно в этом признаваться, но что я за охранник такой? Короче говоря, не смог я больше там работать. Уволился. Нервы дороже. Только вот и после меня ребята рассказывали, что они тоже видели эту ночную гостью. И не раз. Кто она? Зачем приходит? Никто не знает.
Только вот все охранники от ночной смены стали отказываться. Затем это здание стали сдавать на пульт под охрану. А после его вообще забросили вместе со всей территорией. Вот такая история, друзья. Честно сказать, лично у меня нет поводов не верить этому человеку, так как я его знаю и неоднократно слышала эти слухи об этом жутком местечке. Но верить ли вам в эту историю или не верить, это уже решайте сами. Ну а мы, в свою очередь, хотим познакомить вас с этим местом днем и, конечно же, вернуться сюда ночью, дабы попытаться проверить это место на наличие или отсутствие паранормального, естественно, прибегнув ко всем нашим экспериментам. Кинект-камеры, записи тишины на диктофон и так далее. А что из этого у нас получится? Давайте смотреть вместе. Ну что ж, пожелайте нам удачи и держите за нас кулачки. А мы начинаем наше паранормальное расследование. Мы решили немножко прогуляться по данной местности. Заранее извиняюсь за голос. И я за свой. Мы немного приболели, в связи с тем, что просто переутомились, много работы, но ничего. Мы лечимся активно. Ну да, по ночам приходится еще тоже выезжать, снимать. А ночи такие... достаточно прохладные. Прохладные и очень сыро. Поэтому, ребята, берегите себя, пожалуйста. Да. Заботьтесь о своем здоровье, это очень важно. В общем, нам нужно будет пройти туда, как за кадрово мы уже рассказали. Вот в той стороне находится железная дорога. Здесь та самая заброшка, которая нас интересует. А вот это лес. Честно, я была здесь, но очень давно, лет 20, наверное, назад. Здесь раньше была дорога, по ней можно было проехать, а сейчас ее нет. Но постараемся пройти пешком, если получится, если там, конечно, есть дорога. Давай вот здесь вот пройдем. Вот в этом лесочке как раз-таки произошел вот этот вот ужасающий случай в 90-е годы, о котором мы дальше вам тоже расскажем. Мы просто сейчас покажем это место. Так, давай, нам надо вот идти в том направлении. Там где-то недалеко будет, как это называется, ну, болото, озеро, я не знаю. Раньше было озеро, раньше даже там купались. Что это? Яма какая-то. Что это такое? А что это такое, действительно? Шерсть какая-то. Это реально, что ли, шерсть? Могилу какую-то похоже, да? Угу. Ужас. Так, я не знаю, где найти. Опа, это что такое? Смотри. Что это? Это что вообще? Домашних животных? Похоже, здесь тоже, да. Смотри. Тань. Когда это так? Естественно, что же, наверное, кладбище. Кладбище. Могила раскопана, что ли? И шерсть лежит. Шерсть лежит. Ой, ужас какой-то. Да. Фисташка, Саймон, Соня, кот, пандик. Как интересно. Себе. Вот Снова мы да. наткнулись на небольшое кладбище домашних животных. Надеюсь, с ним ничего не случится. Но здесь находится несколько дач, большая часть из которых заброшена, да. Вот, видимо, те, кто проживают. Возможно.
Да. Ну вот, буквально раз, два, три, четыре, пять. 19-й, 20-й, подожди-ка. Да, это все 20-е, 19-й, 20-е года. Свежие. Да. Эх, милые животные. Так, а нам туда, куда-то. Вот, если вы можете видеть, здесь уже проходят железнодорожные пути. А на улице неимоверная жара. Очень сухая трава. Да, сегодня 34 градуса. И ходят какие-то тучки. Я боюсь, будет гроза. Поэтому нам надо быстрее здесь снять. Нам надо торопиться. Угу. Ну, пойдемте туда. Пойдем. Немного вам дороги. Папоротник. Вот дорога, видишь, вот. Угу, да. Она заросла. Вот. А раньше здесь можно было на машине проехать. Ну, здесь, смотри, здесь разрыли, видимо, от пожаров, я так подозреваю. Ох, что там за котлован такой? Я не знаю, но... Ну, я говорю, в 90-е, мне кажется, да, вот мы ездили. Тут вообще все так прилично было. Ну, я припоминаю, да, мы сюда заезжали, да, по-моему. Да. Сейчас это не представляется возможным. Ну, также в этом вот, в этой посадке, ну, лесок, я знаю, как это называется. Здесь, ну, разные случаи были. И убийства были. Почему-то такие места прям притягивают. Ну, поселок, знаешь, такой. Ну, понятно. С достаточно криминальным прошлым. Мне кажется, многие города и поселки прошли через этот криминальный момент. Ну, да. Да, паутин тут полно. Сейчас самое время. Вот, кстати. А вот да, вот товарняк. Дорога. Ну, в общем-то, вы услышите, Да. увидите. Увидели уже, слушали. Ничего не перегорожено. То есть это место опасное. И буквально в шаговой доступности уже идут дачные дома. Вот здесь через железную дорогу, вот именно здесь, на протяжении, наверное, километра за железной дорогой, там частный сектор. И вот люди, которые, ну, там идут, вот надо перейти домой, вот. И очень частые случаи были, что попадали под поезд, к сожалению. Ага, болото уже видно. Да, вот. Вот это раньше было озеро, оно чистое было. Сейчас слишком сухое лето и... Ох, как я здесь давно не была. Осторожно. Да. Ой-ой-ой-ой. И меня тоже тут зацепило. Ой, а вид, конечно, шикарный. Как всегда, мусор. Вот, по-моему, да? Тоже дорога идет. Да, дорога. А, кстати, может быть, с этой стороны можно было подъехать, я не знаю. Ну, здесь, видимо, был переезд. Я так посмотри, ну будка где, да? Я не знаю. Не было? Я не помню. Не помнишь? Ну ладно, как бы не суть. Ой, посмотрите. Сейчас мы поближе подойдем. Да, вот сюда мы приезжали отдыхать. Точно, точно. О, запах очень, как это объяснить-то? Здесь смешанный лес, и березы, и хвойные, и плюс еще вода. Несмотря на то, что, ну, такое место уже заросшее. Посмотрите, вся вода заросла. Ой, лягушки. Вот это место, Тань. Вот это место. Вот там когда-то нашли мальчика убитого. Серьезно? Да. Но тоже это было давно, в 90-е. Я не помню, на самом деле, истории, поэтому мне рассказать нечего. Я просто помню, что вот был такой случай. Вот здесь, вот, ну,
в этой стране. Угу. А что с ним случилось? Как его убили? Не помню. То ли друзья его, то ли, ну, может, отдыхали. Все такое, что-то произошло. Ну, как мальчик. Ну, лет 17, 16. Ну, мальчик вот, еще, да. Вот это, я помню, что был такой случай, но всю историю не знаю. Собственно, вот мы добираемся до той самой заброшки, которая нас заинтересовала. И тут, похоже, Их такое, несколько, да, их несколько. Тань, смотри, что это впереди еще. Опа. Памятник. Ну, в общем, о чем мы и говорили с вами. По неаккуратности. Да, такое очень, не знаю, аномальное. Сколько здесь все-таки было трагедий, смертей. Смотри, еще. Ты видишь это? Да. Ты видишь это? Да тут место такое. Цветы. Смотри. А там памятник. Слушай. Хотя здесь... Хотя железная дорога-то там. Да. Значит, нет, что-то произошло. Смотри, ты видишь это? Вон там крест. Где? Вон там около железной дороги, вон там около столба. Ага. Видишь? Я не знаю, видно вам. Может, мы потом на обратном пути попозже, да, подойдем. Вижу у столба, да. Ладно, это надо поближе. Погоди, а вот мне и про этого ли мальчика говорили. 86-й год. 2002, возможно, и 2002. Я помню, что это было, ну, в конце 90-х, вот, наверное, да, в начале нулевых. Угу. Вот не про него ли говорили, что его убили, этого мальчика. Да. Потому что, ну, возможно, уж в кустах там не стали ставить ему ограду, а поставили здесь. Но только вот эти цветы, это совсем другая история. Ну, судя по тому, сколько здесь... Ну, это не все, видимо, трагедии. Не все. Ну, не все обозначили. Да. Яма какая-то. Так. А вот там очень интересно. Интересная деталь. Посмотрите, обратите внимание, ограждение – это кладбище. Да. Правильно? Кладбище, а рядом вот домушка. Вот поэтому, собственно, нас это место и заинтересовало. Очень много таких артефактов, и все это в одном месте. И много историй. Истории, да. Связанных с этим местом. Ну, то есть, видимо, место-то должны остаться какие-то следы. Место такое знаковое достаточно. Просто, да. Дальше уже, как видите, сам поселок. Так, мы к кресту сначала. Ну, можно просто показать его, не знаю, видно будет. Вот домушка это, вот кладбище. А вот... Если вы вспомните, да, вот эта домушка. Фотографию мы публиковали ранее. Пройдем? Я не знаю, туда смысл, может быть, приблизишь? Смысла, наверное, нет. Туда что идти? Так. Но это наверняка вот сбили поездом. Подходить уж не будем. Ну, вот я максимально, как смогу, приближу. То есть вот у этого столба, вот там вот крест. Это максимально. Надеюсь, вам видно. Так, да, пойдем. И здесь было очень много, просто не всем ставили. Ну вот, собственно, здесь вот. Ну, железная дорога, да, это повышенной опасности место. Да плюс еще и кладбище. Да, и вообще место такое. Ох, здесь будет, конечно, очень атмосферно ночью. Да. Ну, как вы поняли, мы пока еще делаем разведку. Да. Мы с местом не особо знакомы. Знаем только лишь историю. Ну, попробуем посмотреть, что да как. Долго мы сюда добирались. Про эту историю я... Ух ты! Ну. Так здесь тоже болото. Посмотри-ка. Я и не знала. Кладбище и болото. Как интересно. Посмотрите. И здесь уже идет могила.
Ну прям вообще. Я под впечатлением, честно говоря, от такого места. Знаешь, настолько атмосферное. Давайте общий вид посмотрим. Естественно, мародеры тут уж наверняка побывали. Окна выбиты. Кое-где, конечно, уцелели. И вот, собственно, главные ворота. Ну да, вот о чем мы и говорили в истории закадрово, когда рассказывали. Вот здесь стояли ворота, сейчас уж их нет. А вот, собственно, кладбище. Все напротив. Все напротив. Тут болото, тут кладбище, могилы. Да. А вот здесь, ну то есть вот начинается территория вот этого питомника. Угу. Я не знаю, как так вообще такое может быть? Ну, ты же знаешь прекрасно, сколько мы уже мест исследовали. Это то самое окно. Это то самое окно. То самое окно. Все. Смотрите, все как рядом. Обалдеть. То есть вот окно, в которое смотрел тот самый охранник. Поворачивайся. И вид на кладбище. И вид на кладбище. Ох. То есть вот все здесь и произошло. Представляю, что будет ночью. Колодец. Естественно, завален уже давным-давно, да? Прикрыт дверью. Здесь дорожка бетонная. Пойдем немножко покажем территорию. Давай. Прошу прощения. Я не помню точно. Но, по-моему... Посмотри, какое кирпичное здание интересное. А что это интересно? Надо зайти посмотреть. Я его точно не помню, но, по-моему, будка была вот где-то тут. Угу. Ну, сейчас пройдемся, да. Немножко поодаль, да. Здесь было, естественно, огорожено. Могу ошибаться. Ну, столько лет уже прошло, я точно не помню. А вот это, получается, территория. вся... Большая она, ты не знаешь, не в курсе? Ну, не помню. Но она, по-моему, не очень большая. Да. Ну, в принципе, для них выделяют определенное количество земли и засаживают ее. Вот, я знаю, что здесь стояли какие-то теплицы, здесь стояли. То есть, ну как около кладбища? Ну же тоже, ну, я не знаю, выращивать овощи. Так я тебе говорю, что у нас это в порядке вещей. Ну да. Детский сад в психушке. Где же здесь даже асфальтная дорога? Да, осталась. асфальтная дорога осталась еще с тех времен. Плодовый овощной питомник рядом с кладбищем, да. Ох, люди. Кладбище в черте города, где, пардон, люди смотрят, ну, я не знаю, вид из окна, конечно, да. То есть здесь вот со всех сторон, получается, оно как бы в центре кладбища. Угу. По периметру кругом идет это кладбище. Вот. Ну, здесь небольшая лесополоса, здесь уже перегорожено, да? Ну, как перегорожено, вот. Ага. Ну, то есть вот буквально в шаговой доступности. Да. И вот оно все вот так идет. Если пройти дальше, там, по-моему, вообще забора нет, кладбище начинается. Угу. Ну, там начало кладбища. То есть, я правильно понимаю, это место окружено кладбищем? Ну да. Ну с двух сторон, с трех. Обалдеть. Да. Оно не огорожено только вот там, потому что там лес. Угу. А там дача. Так, там типа забор. Да, типа забор был. Ну вон, видно же. Да, видно. Сейчас немножко пройду, я глубоко уж не буду заходить, ну, чтобы... Я пока здесь посмотрю. Ага, здесь везде крапива, а мы
не соответствующе оделись. Но вот я надеюсь, вам видно. Там такой глухой лес. Да, мы сегодня в шортах, потому что на улице, как мы уже сказали, очень жарко. Что там? Что? Там дальше дача, машина стоит. А, понятно, не будем. Ну вот, собственно, здесь вот заканчивается. Угу. Там видно, да. Вот, собственно, вся территория. Хоть и небольшая, но... Я думаю, включимся уже там, у домов. Да, сейчас дойдем до туда. Ага. Итак, ну что, друзья, начнем, наверное, мы с вами дневную разведку именно с этого места, где, собственно, все и началось. И зайдем в домик, посмотрим. Пойдем. А уже ночью, наверное, да, придем в домике, проведем эксперименты. Угу. Но мне кажется, знаешь, наверное, надо не только в домике, а возможно еще и в лесочке. Друзья, вы пишите в комментариях, что вы хотите. Хотите, чтобы мы еще и в лесу тоже провели эксперименты, то мы пройдем. Если нет, если вы хотите, что только в домике, тогда смысл нам будет идти ночью в лес. Да, ну, в общем, смотрите, как хотите сами, пишите в комментариях. Не стесняйтесь, да. Это очень важно. Ну, иди вперед. Ну все, пойдем. Кто с камерой, тот вперед. Ага. Красивые какие. Ёлки. Вот, будка где-то здесь была. Ну, надо думать. Каменный — это, похоже, туалет. Так, здесь уже все в плачевном состоянии. Так, вот дверь. Ладно, аккуратненько пробираемся. Слушай, здесь очень аккуратно. Здесь везде гвозди торчат. Поэтому лучше. Заходи, заходи. Давай мне освещение. Держи. Что ли? Так. Здесь уже какая-то документация. Вот здесь это контора. Здесь, знаешь, смотри, осталась доска какая-то. Ага. Смотри, сколько здесь документации всякой. Заключение ВЭК. Ну, я, как всегда, без перчаток. Ну, это свидетельство о рождении, смотри. Ага. Ладно. Доска. Профсоюз. Ой-ой-ой. Вот это окно, да. Да. Вот оно, это окно. А это что такое? Это что? Какая-то лента. Не знаю. Ага. И в таком себе. Ну, кактус. Кактус. В таком себе плачевном состоянии. Вообще. Здесь везде лампы. Свидетельство о рождении. Тут везде свидетельство о рождении валяются. Кактусы несчастные. Правила эксплуатации. Смотри, что я нашла. Сейчас Так. Сейчас я уберу. Смотри. Заявление. Прошу уволить меня по собственному желанию в связи с выходом на пенсию по возрасту. Уволить меня по собственному желанию по возрасту. Перевести на должность ведущего инженера Казанского отделения. Переводы. Прошу отозвать. Ну, короче, это все заявления остались. Заявление, да. Я просто к тому, что... Так, здесь фотография, да. Я просто к тому, что говорили же, что увольняются все. Угу. Ну, блин, я не знаю.
Из-за чего? Из-за чего здесь вообще все вот это развалилось? Да. Паспорт. Тоже не будем ничего трогать, показывать. Ну, все, в общем, понятно. Здесь вся документация. О, диван. Здесь очень много личных каких-то этих документов. Ой, это что это там летает? Ого, кранчик. Стрекоза, да. Ее бы выпустить, конечно. Ничего себе. Здесь кто-то спал. Так здесь же эти говорю, охранники. Угу. Я не знаю, только где конкретно, по-моему, там, в конце коридора. Здесь, короче, все в стеклах, я сюда даже проходить не буду. Что? Какой-то кошелек, что ли? Nokia, это от телефона. Тут всякие от поликлиники. Естественно, растения. Вот это окно, куда подходил вот этот охранник. А вот смотри, напротив кладбище. Угу. И вот где-то здесь он видел вот эти вот силуэты и девушку. Ох, ну а что отсюда поинтересно? Ой, вообще жесть. Честно, это очень жутковато. Это сейчас-то не очень, честно говоря. Да, в принципе, заброшенные места, конечно, навевают тоску. Очень здесь чистая комната. Смотри, какая чистая, ага. Очень даже странно. Прям вообще обалдеть. Смотри, сигареты, космос. Они вообще сейчас продаются? Раритет. Очень аккуратненько, смотри, чистенько. Чистая комната. И снова. И снова зод. На кладбище железной дороги. Конечно же, без этого, да? Что? Телефонная линия. Даже москитка. Естественно. Слушай. Ой, люди, смотреть, трафарет. Да. Кто еще помнит такой? Пишите в комментариях. Вот где-то здесь была комнатка охранника, только она была меньше. Да? Ну, тут перестроили, может быть. Это точно? Да, по-моему, да. Конечно же, здесь бардак. Ну и как без этого? Я просто не помню, мы были здесь один раз. Ну, то детство, надо сказать. Ну, мне она тогда казалась очень маленькой. Может быть, просто так делали вот этот коридор. Книги. Сколько здесь? Здесь вообще вынесли окно. Да. Смотри, обувь. Да, действительно. Там что-то от печатной Это машинки или от принтера? Нет, погоди-ка. Опасно, конечно, тут ходить. Везде. Это, наверное, от принтера, скорее всего. Вот это лента, Таня, от печатной машинки же. Ну, я не слишком долго застала тот момент. Да, это картриджи похожи. Вот они, видишь? Это принтер. А вот новогодние. Атрибутика новогодняя. Смотри, там таблетки какие-то. Мне интересно, вот это что такое? Вот эти вот что за штуки? Какие-то
Ну, это, видать, подкладки какие-то для чего-то. Ты видела там таблетки? Таблетки? Где? Справа от тебя. Точно. Смотрите. Целый пакет таблеток. Что это может быть? Что за таблетки? Не знаю, что это за колесо. Надеюсь, там посуда была, прикинь. надеюсь, это волейбол. Битая посуда. Пройдем дальше. Угу. И везде валяются картриджи. А, это красный уголок. Ага. Ну, видишь, табличка валяется. Где табличка? Ага, красный уголок. Занавески. Ну, в общем, более здесь ничего нет. Ну да. Мух очень много. Судя по всему, там чего-то. Там раковина была. Ага, канализация. Канализация, да. Угу. Ну что, выходим? Мурашки от этого окошка. Там, наверное, нужно проводить будет эксперимент. Мне кажется, я сделаю дневные фотографии здания. Может быть что-то. Ну, для сравнения, я имею в виду. И ночные я тоже сделаю. Как думаешь? Я думаю, стоит. Что такое? Не знаю. Смотри, с этого окна и ту оградку видно. Я, к сожалению, ничего не вижу. Ага, вот теперь вижу. Ну что? Ну что? Давай я пофотографирую. Так, мы вышли. Сейчас я пройду туда. Ага. Ну, судя по всему, здесь была какая-то постройка. Непонятно, либо это мокрый блок, но судя по тому, что здесь плитка. Тут была раковина. Возможно, это и был туалет. Санузел. Это разрушенная часть. Да. Там дальше есть еще какой-то склад. Я не знаю, если есть, никуда идти. Да там бумага шевелится, и это как-то так. Да уж. Смотрите, как здесь опасно. Везде гвозди торчат. Поэтому, ребят, еще раз, каждый раз я буду об этом напоминать. Никогда не ходите по незнакомым, и заброшенным местам. Это очень опасно. Да, пойдем пройдем по все эти постройки, посмотрим. Угу. Ну, это больше всего похоже на какой-то сарай, да? Обычно. Ага. Здесь ничего нет. Фу. Чё? Ну, непонятно. Мягко говоря, пахнет. Ну, все, наверное, догадались, чем. России.
Наверное, видно будет без фонаря, да? Не знаю. Вот склад. Склад. Туда да. даже зайти, но ноги сломаешь. Да. Ну ничего, просто сплошное барахло, мусор. Смысла не вижу туда заходить. Ну такое себе здание. Очень атмосферное. По крайней мере, выглядит оно прям очень эпично. Вот, видишь, вот эта территория. Угу. И вот там, видишь, уже домой покажи. Вот там Да, уже тут уже заканчивается. Видите, там уже частные дома, дачи. Ну что, на этом, наверное, мы закончим нашу разведку. Да. И вернемся сюда уже ночью. Наверное. Или не вернемся. Друзья, все будет зависеть от вас. Давайте наберем 1000 лайков на это видео. И если за неделю 1000 наберется, то, конечно же, мы вернемся сюда ночью. Я думаю, это очень интересная локация. Неужели можно упустить такой шанс, да, и не снять это место ночью? Что это было? Не знаю. Так что давайте, дорогие наши друзья, проявляйте активность, пишите комментарии. Мы всегда очень рады вашим комментариям. Любим с вами пообщаться. Вы у нас такие замечательные, классные. Ну что, друзья, вы пока набирайте лайки, пишите комментарии. Ну а мы пойдем монтировать это видео. Ну все, пока.